Сегодня всем известно, что курение сигарет – одна из основных причин предотвратимой смерти, но бросить курить может быть непросто. Многие из курильщиков опасаются, что улучшение здоровья и благополучия займет много времени, но сроки, по которым можно увидеть реальные выгоды, быстрее, чем думает большинство людей. Польза для здоровья начинается всего через 1 час после последней сигареты и потом продолжает улучшаться. Что говорят факты о том, как бросить курить? Вот несколько ключевых моментов в отношении отказа от курения. Бросить курить означает разорвать цикл зависимости и, по сути, перенастроить мозг, чтобы перестать тянуть к никотину. Чтобы добиться успеха, курильщики, которые хотят бросить курить, должны иметь мотивацию, позволяющую избавиться от тяги к курению и побудительных мотивов. Преимущество отказа от курения проявляется уже через 1 час после последней сигареты. И чем раньше курильщик бросит курить, тем быстрее он снизит риск рака, болезней сердца и легких и других состояний, связанных с курением. Преимущества почти мгновенные. Как только человек бросает курить, его организм начинает восстанавливаться следующими способами. После 1 часа, всего через 20 минут после выкуривания последней сигареты частота сердечных сокращений снижается и возвращается к норме, артериальное давление начинает падать и кровообращение может улучшаться. Через 12 часов сигареты содержат множество известных токсинов, включая окись углерода, газ, присутствующий в сигаретном дыме. Этот газ может быть опасным или смертельным в больших дозах и предотвращает попадание кислорода в легкие и кровь. При вдыхании больших доз за короткое время может возникнуть удушье из-за недостатка кислорода. Спустя всего 12 часов без сигареты организм очищается от излишка окиси углерода, образующегося в сигаретах. Уровень окиси углерода возвращается к норме, повышая уровень кислорода в организме. Через 1 день. Уже через 1 день после отказа от курения риск сердечного приступа начинает снижаться. Курение повышает риск развития ишемической болезни сердца из-за снижения хорошего холестерина, что затрудняет выполнение полезных для сердца упражнений. Курение также повышает кровяное давление и увеличивает образование тромбов, увеличивая риск инсульта. Уже через 1 день после отказа от курения у человека начинает падать кровяное давление, что снижает риск сердечных заболеваний из-за высокого кровяного давления, вызванного курением. За это короткое время у человека повысится уровень кислорода, что облегчит физическую активность и упражнения, а также будет способствовать формированию здоровых для сердца привычек. Через 2 дня. Курение повреждает нервные окончания, отвечающие за обоняние и вкус. Уже через 2 дня после отказа от курения человек может заметить обострение обоняния и более яркие вкусовые ощущения по мере заживления этих нервов. Через 3 дня. Через 3 дня после отказа от курения уровень никотина в организме человека истощается. Хотя для здоровья лучше не иметь никотина в организме, это начальное истощение может вызвать отмену никотина. Примерно через 3 дня после отказа от курения большинство людей будет испытывать капризность, раздражительность, сильные головные боли и тягу к еде по мере того, как организм приспосабливается. Через 1 месяц. Уже через 1 месяц функция легких человека начинает улучшаться. По мере заживления легких и увеличения их емкости, бывшие курильщики могут меньше замечать кашель и одышку. Повышается спортивная выносливость, и бывшие курильщики могут заметить возобновление способности к сердечно-сосудистой деятельности, такой как бег и прыжки. Через 1-3 месяца. В течение следующих нескольких месяцев после отказа от курения кровообращение продолжает улучшаться. Через 9 месяцев. Через 9 месяцев после отказа от курения легкие значительно зажили. Нежные, похожие на волосы, структуры внутри легких, известные как реснички, восстановились после того, как на них попал сигаретный дым.
Эти структуры помогают вытеснить слизь из легких и бороться с инфекциями. Примерно в это же время многие бывшие курильщики замечают снижение частоты легочных инфекций, поскольку зажившие реснички могут легче выполнять свою работу. Через 1 год. Через год после отказа от курения риск ишемической болезни сердца снижается вдвое. Этот риск продолжает снижаться после годичной отметки. Через 5 лет. Сигареты содержат множество известных токсинов, вызывающих сужение артерий и кровеносных сосудов. Эти же токсины также увеличивают вероятность образования тромбов. После 5 лет без курения тело достаточно зажило, и артерии и кровеносные сосуды снова начали расширяться. Это расширение означает, что кровь менее склонна к свертыванию, что снижает риск инсульта. Риск инсульта будет продолжать снижаться в течение следующих 10 лет, поскольку организм все больше и больше заживает. После 10 лет. Через 10 лет шансы человека заболеть раком легких и умереть от него примерно вдвое меньше по сравнению с тем, кто продолжает курить. Вероятность развития рака ротовой полости, горла или поджелудочной железы значительно снизились. Через 15 лет. После 15 лет отказа от курения вероятность развития ишемической болезни сердца равна тому, что у некурящих. Точно так же риск развития рака поджелудочной железы снизился до того же уровня, что и у некурящих. Спустя 20 лет. Спустя 20 лет риск смерти от причин, связанных с курением, включая заболевания легких и рак, падает до уровня человека, который никогда в жизни не курил. Кроме того, риск развития рака поджелудочной железы снизился до тех, кто никогда не курил. Преимущество у тех, кто бросил курить. Курение – вредная привычка, которая может привести к серьезным осложнениям для здоровья и смерти. Когда человек бросает курить, его тело со временем начинает восстанавливаться естественным образом и восстанавливать жизненные силы, как у некурящих. Некоторые эффекты, такие как снижение артериального давления, заметны практически сразу. Другие эффекты, такие как риск развития рака легких, болезни сердца и легких, могут снизиться через годы до уровня некурящих. Однако каждый год воздержание от курения снижает риски и улучшает общее состояние здоровья, что делает отказ от курения отличным выбором для любого, кто начал эту привычку.